Всем привет! Сегодня мы будем мерить давление в топливной системе своими руками, и для этого нам понадобится манометр гидравлический. Собрали мы его сами. Для этого приобрели два быстросъемных фитинга, обычные вазовские. Купили в Фаэтоне. Купили гидравлический манометр в Leroy Merlin, самый простой, до 6 атмосфер. Купили также переходник с манометра под шланг. И шланг это обычный топливный, также вазовский. И закрепили все на хомуты. Что тут, на что обратить внимание, это то, что здесь у нас фитинг идет тройником. Ну и если манометр в принципе у вас будет сразу подходить на шланг, тогда никакого переходника не надо. Ну, у нас, к сожалению, манометр не подходил. Поэтому подсоединили вот через переходник. Собственно, вот такая простая конструкция нам понадобится. И сейчас приступаем к измерению. Перед тем, как отсоединять топливные шланги, необходимо сбросить давление топлива в системе. Для этого необходимо достать предохранитель в рестайлинговой версии номер 111, а в дорестайлинговой номер 51. После этого завести машину, погазовать, чтобы она заглохла. В этом случае все топливо, которое находится в топливной системе, максимально сгорит. После этого можно спокойно снимать топливные трубки. Сейчас, чтобы снять топливный шланг, нам необходимо какой-нибудь вот подобный съемник. Есть съемники на AliExpress. Можно изготовить съемник из обычного хомута. Мы изготовили из такой вот пластинки металлической. Заводим ее на трубку. Сейчас немного подожмем концы. Все, а теперь необходимо просто вдавить вовнутрь нашу пластинку и тем самым освободим трубку. И теперь точно таким же способом снимаем эту трубку со второго конца. Также используем наш съемничек самодельный, одеваем его на трубку и немного поджимаем. Теперь подключаем наш манометр. Подсоединяем один конец здесь до щелчка. И второй конец, где у нас тройничок, его вместо той трубки, которую мы отсоединили. Все. Сейчас включим зажигание и убедимся в том, что наши быстросъемные фиксаторы держат и не протекают. Итак, система у нас герметична. Сейчас включаем зажигание и смотрим, какое давление создает наш насос. Ага, ну и как вы видите, уже с третьей попытки у нас давление поднялось. Это связано с тем, что в топливной рампе у нас сейчас воздух, она не до конца заполнилась. Поэтому сейчас мы заведем машину и еще раз попробуем провести этот тест. Погазуй. Все. Глуши. Давление рабочее у нас создается до 4 бар. В принципе, так оно и должно быть. Единственное, это то, что давление в системе не держится. Итак, прошло 15 минут, и как видите, у нас давление упало буквально на 0. В идеале должно оставаться хотя бы 1,5-2 бара. То есть в нашем случае регулятор давления, который располагается в модуле насоса, он неисправен, он не держит давление. Сейчас попробуем опять включить зажигание и посмотрим, может ли насос прокачать необходимое давление для стабильного пуска, так скажем. Как видите, давление у нас даже до 1 бара не доходит при первом включении. Соответственно, поэтому при первом запуске зачастую у меня автомобиль в последнее время заводится либо с перебоями, либо при достаточно длительном кручении стартера. Кроме того, что регулятор давления у нас неисправен у насоса, также у нас есть подозрение, что и сам насос периодически не может выдать ту производительность, на которую он рассчитан. Соответственно, сейчас мы хотим проверить в реальном времени. Мы вывели наш манометр к лобовому стеклу и зафиксировали на наш дворник обычными хомутами.
В нашем случае бюджет вложился порядка 500 рублей. Это 250 рублей на манометр и еще 250 рублей это на фитинги, шланги и хомуты. Вот такой бюджетный манометр вы можете собрать своими руками, чтобы проверить давление в топливной системе своего автомобиля.